Дело номер 3. Эффективное оружие. Часть 1. Живительная влага. Добежав до прогулочной зоны, Олег присел на скамейку. Сердце колотилось как бешеное. «Что-то я сегодня не в форме», – подумал он. Сразу за спиной начинался лес. Туда и лежал его путь. Вечерние пробежки по лесным тропинкам он любил. Тем более, что лес начинался сразу за городом. Олег поднялся и не спеша вошел в лесную прохладу. Уже темнело, и его внимание привлекло голубоватое свечение у большого дуба, росшего неподалеку. «Что это там светится?» – подумал он и направился к дереву. Олег и не заметил, что за ним внимательно наблюдает старик в плаще. Прямо перед дубом лежал небольшой сверток. Из него лился нежный голубой свет. Олег поднял сверток и открыл его. В нем была глина. От нее и шло это необычное свечение. На душе от чего-то стало светло и радостно. «Интересная штуковина, почему она так светится? Возьму домой, там и разберемся», – решил Олег. У него всегда был с собой небольшой пакет на всякий случай. Туда он и положил свою находку. Сделав несколько пробежек по тропинкам, он собрался уже идти домой. Но выйдя из леса, почувствовал головокружение и шум в ушах. Стало трудно дышать, заныло под лопаткой, в глазах поплыл туман. Олег сел на скамейку, с трудом удерживая равновесие, чтобы не упасть. «Вам плохо?» – раздался молодой голос. Олег поднял голову. На него участливо смотрела молодая девушка в спортивном костюме. «Да, что-то сердце, дышать трудно. Мне бы воды попить». «Сейчас», – засуетилась девушка. Олег проваливался куда-то в черную бездну. Живительная влага попала ему на губы. Он облизнулся и открыл глаза. Рядом стояла все та же девушка и протягивала небольшую бутылку с водой. «Вот, попейте». Олег сделал глоток. Еще один. Еще. С каждым глотком силы прибавлялись. «Ну вот и хорошо», – обрадовалась девушка. «Вам лучше?» «Да, намного. Спасибо большое. Ой, я всю вашу воду выпил». «Ничего страшного. У меня еще есть. Главное, что вам помогло. Вы аккуратней с бегом. Одних он лечит, а других калечит. Ну всего хорошего. Мне пока». Девушка улыбнулась и исчезла так же быстро, как и появилась. А Олег поднялся и не спеша пошел домой. Уже возле самого дома ему пересек дорогу старик в плаще. «Молодой человек, не подскажете, который час?» 7:30. «Спасибо, сынок. Как быстро течет время. Мы порой в жизни совершаем поступки, за которые приходится расплачиваться. Главное сделать правильный выбор. Так ведь?» Он подмигнул и быстро пошел прочь. Олег даже ничего и не успел ответить. «Вот ведь шустрый какой старичок!» С досадой подумал он и пошел к своему подъезду. Его жена отдыхала на море с ребенком. В квартире было тихо. Он принял душ и занялся осмотром находки. К тому времени на улице совсем стемнело, зажглись фонари и свет в окнах домов. Олег достал пакет, положил его на подоконник и достал комок глины. Глина как глина, на первый взгляд ничего особенного. Если бы не странное свечение, он отщипнул небольшой кусочек, и тот сразу осветился ярким синим светом. Интересная реакция, как будто ему сделали больно, как будто это живое существо. Интересно, а если совсем кружку взять, с булавочную иголку, будет так же светить? Олег достал из ящика стола пинцет, взял лупу и отщипнул совсем мало глины, которая тут же загорелась ярко-синим светом. Выключив свет, он любовался необычным сиянием, которое освещало всю комнату. «Такой маленький, а такой яркий», – подумал Олег. «Из этой необычной глины можно сделать много светильников и раздать всем желающим. А если подумать, то можно еще массу полезных вещей наделать». Он взял пинцетом светящуюся кроху и хотел ее положить наверх нижней полки, но внутри него что-то заныло, зажгло нестерпимой болью, словно внутренности обожгло кипятком. Олег резко дернулся и схватился за живот. Продолжение смотрите во второй части. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.